Если вдруг кому-то интересен разгон, сейчас покажу с места и буду переключаться тогда, когда будет включаться блинкер. Раз, два, три. Итак, в прошлый раз, когда я пытался разогнать максималку, 162 это самый-самый максимум, чего у меня вообще получилось. Попробуем теперь. Даже 164 разогнался. Молодец какой. Ну, это не я молодец, в смысле, а мотоцикл. Расход бензина радует. Попробуем разобраться. Ну, походу, вот это вот мгновенный расход, да. Но интереснее понять средний. Вот это, видимо, средний. Сейчас я его сброшу и посмотрим, что он там насчитает интересного. Постараюсь держать на 6-й передаче в районе 100 км в час. И посмотрим, что в конце трассы он покажет по среднему расходу. Но не мешай. Мы же расход бензина проверяем, уважаемый «Шевроле». Итак, на трассе при 100 км в час на 6-й передаче с несколькими разгонами, более-менее динамичными для него, с несколькими торможениями, в итоге получилось 3,6 литра на 100 км. Примерно так. Понятно, что это нечто среднее, но какие-то для себя результаты вы сможете понимать и делать поправку дальше. Сейчас попробуем сбросить и посмотреть, что будет, если валить сильнее. Правда, дорога уже подмокрела, но попробую валить вот сколько он может, столько и валить. Разгоняться буду максимально и валить максимально. Ну вот, 7,3 литра на 100 километров. Но акцентирую внимание, что это практически на максимуме, чего вообще может этот мотоцикл. Подавляющая часть маршрута это был полностью газ в пол, полностью до предела, максимальная скорость. И ускорялся я тоже максимально динамично, насколько вообще здравый смысл мне подсказывал. Ну, в основном ручка была выкручена всегда на максимум. Ну и последнее, что я хочу замерить по бензину, это просто доехать от этого места в своем обычном режиме, в котором бы я ехал просто так, без всяких тестов. Сейчас при этой температуре воздуха, с учетом дождя, с учетом того, что мотоцикл стрит и так далее. Дорога более-менее разнообразная. Вот и посмотрим, что из этого получится. Сбрасываю. Жаль, что на камеру нельзя снять, как я под дождем меняю батарейку в этой камере. Это было бы интересно и весело. Ну вот, ребят, получается по городу, вот я проехался в разных режимах, и чуть-чуть в тянучке, и чуть-чуть в светофорах постоял, и поразгонялся, и медленно поездил, по-всякому, в общем, такой цикл. Получилось 3,5 литра на 100 километров. Если бы я был сейчас не на 300-ке, а на 500-ке или 600-ке, то получилось бы, наверное, раза в 2 больше. Примерно вот, что вас ждет при покупке малокубатурного мотоцикла. 3,5 литра на сотку.